Друзья, привет! Мы в Карпатах, и это корпоративный поход для компании весоизмерительной системы. Он проходит по маршруту Зимняя Гаверла и Петрос. Добрый день, меня зовут Дмитрий, я руководитель компании весоизмерительной системы. Значит, завтра мы идем на Гаверлу со всей нашей командой, готовой к восхождению на самую высокую гору Украины. Все жаждут туда подняться, преодолеть себя, преодолеть страхи, вдохновиться. И, в общем-то, мы ожидаем от 2020 года большого прорыва, и этот старт нам это поможет. Я выбирал поход в горы. В общем-то, в августе я поднимался на Монблан и на себе ощутил все эти перемены, всю эту работу с собой. Поход в горы для меня это работа с собой. Для меня это каким-то образом, я могу сказать, очищение моего сознания. Горы это позитивные образы, это позитивная энергетика. Я, как руководитель, я всегда должен быть в хорошем тонусе, в хорошем позитиве. У меня всегда должны быть позитивные мысли, у меня должно быть много творческой энергии. Я всегда должен быть заряжен, и горы это самое оно. Лучше гор, очень сложно что-то сказать, что еще может быть. Здесь одновременно и физическая нагрузка, и эмоциональная разгрузка, вот так я могу выразиться. Поэтому это очень важно для любого руководителя, для любого топ-менеджера. Поэтому ходите в горы. И я рекомендую, очень важно выбрать хороших гидов, хороших подрядчиков, которые вам это все организуют. Расскажу немножко, как проходит сам поход, зимнее восхождение на Гаверлу и Петрос. Примерно за неделю до старта всем счастливчикам, которые уже записались в группу, координатор отсылает предпоходное письмо, поэтому обязательно проверяйте ваши имейлы. Там будет детальная информация о месте встречи, времени встречи, контакты гида и какие-то финальные рекомендации в зависимости от погоды, которую передают, или там от сезона. Дальше все прибывают в Ивано-Франковск, там встречаются, собственно, с гидом. Мы загружаемся в бусики, которые мы тоже заказываем заранее, и едем к месту старта похода. В нашем случае это Лозащина, потом переезд на таких таблеточках в Козьмещик. Ночуем в комфортном домике. Чуть позже мы покажем вам условия. Перед выходом на гору гид проверяет снаряжение каждого из участников, проводит инструктаж, как пользоваться трекинговыми палками, показывает, как правильно одевать кошки. И во время движения постоянно контролирует состояние каждого из участников. Кстати, размер группы мы ограничиваем для зимних Карпат не больше 10 человек на одного гида. Это тоже очень важно, потому что с большим количеством гид просто не справится, не сможет сделать свою работу качественно. Це, власне, садиба, в якій ми проживаємо під час сходжень на Гаверлу та Петрос. Тут знаходяться два будинки, один менший, один більший. В меншому будинку знаходиться також баня, тут є альтанки, мангал і вуличний туалет. Це транспорт, на якому ми добираємось з села Лозащина до урочища Козьмещик через поганий стан доріг і можливих снігові замети, тому використовуємо отакий високопрохідний транспорт. Основний будинок двоповерховий з 6 спальнями, 5 на другому поверсі і 1 спальня на першому. Зал для обідів, вечер, відповідно кухня, душ. На другому поверсі знаходяться виключно спальні з двохспальним ліжком, теж з двохспальним ліжком, спальня з 2 односпальними ліжками, спальня для 3 осіб і спальня для 4 осіб з 2 двохспальними ліжками.
Вы можете заказать как обычный корпоративный поход, так и поход с элементами тимбилдинга. Например, можно заказать мотивационных спикеров, которые достигли свой Эверест. Иногда это в буквальном смысле, как Тамира Гала, я, допустим, мы побывали на Эвересте. Поступил в КПИ, тоже закончил, нужно было определяться, чем, собственно, заниматься. А так как горы уже плотно сели в мою жизнь, я себе решил, что буду заниматься горами. Мне, в принципе, тут повезло, потому что у меня не было никаких сомнений. Я считаю, что это удача. Я сразу начал заниматься любимым делом, и мое хобби начало приносить мне какие-то деньги. Ну, хотя как, сразу оно не начало приносить. Первый год там, конечно, особо никакого дохода не было. Мама говорила, иди на нормальную работу. Кроме этого, возможны элементы квеста, возможно катание на квадроциклах. В летний сезон это могут быть байдарки. Также мы разрабатываем отдельные командообразующие продукты с сертифицированными специалистами. Также у нас есть коучи, которые специализируются на развитии эмоционального интеллекта. А в нашем сложном и таком быстром, насыщенном мире сейчас без развития подобных качеств ну просто никуда. Так что, если вы хотите организовать корпоратив для своей компании в горах, вы знаете, куда обращаться, обращайтесь в кулуар, и мы все сделаем лучшим образом. Вчера мы всей группой успешно поднялись на Говерлу, и это было, собственно, настоящее испытание. Если внизу, в зоне леса, погода еще была хорошая, то наверху, после выхода на хребет, ветер был километров 50 в час, и ребята по-настоящему прочувствовали, что такое зимние горы. Потому что многие любят недооценить Карпаты на самом деле. Зачем проводить корпоратив в горах? В первую очередь это дает возможность понять, как важна команда, как важна взаимовыручка в достижении общей большой цели. Ведь только благодаря хорошей, сплоченной команде можно достичь больших целей и решать сложные задачи как в бизнесе, так и здесь, в горах. Благодаря совместному преодолению препятствий группа доселе, может, не сильно дружных людей становится просто отличнейшей командой, которая поддерживает друг друга. Сразу видно, кто есть кто лидер, кто наоборот там больше проявляет заботы, кто может немножко паникует и переживает. Сразу оголяются все черты личности, и это дает возможность руководителю или там основателю компании или HR, допустим, понять ролевые модели каждого с членов команды и уже правильно их использовать в будущем. При том, чтобы организовать корпоратив в горах, вам совершенно не обязательно свое снаряжение, потому что вот требуются такие, допустим, бахилы, нужны кошки, нужны трекинговые палки. У нас есть личный прокат кулуаровский в Ивано-Франковске, и вы просто пишете, что вам нужно взять, в каком количестве. Мы это вам выдаем, можем включить стоимость сразу же и посчитать общий прайс. Заказываем и организовываем все трансферы, и вы получаете корпоративный поход под ключ с Ивано-Франковска и обратно в Ивано-Франковск. Или если вам надо куда-то там в Буковель, то мы можем доставить вас и в Буковель. Очень попрошу вас серьезно отнестись к зимним Карпатам. На самом деле многие их недооценивают, идут сюда, условно говоря, в джинсах и городских ботинках, а условия тут бывают очень суровые, можно потеряться в тумане, можно остаться и где-то замерзнуть. Поэтому ходите в Карпаты только имея или достаточный опыт, или с опытными гидами. Группы на зимнюю Говерлу и Петрос у нас стартуют каждые выходные, поэтому вы сможете подобрать удобные именно вам даты и записывайтесь в походы с кулуар. До встречи в горах. Пока! И сейчас мы на завершающей стадии нашего похода в горы с нашей командой. Мы вчера были на Говерле, а сегодня совершили восхождение на Петрос. Ну, мы только спустились буквально 5 минут, вот мы сейчас, такой у нас небольшой перекус, вот, я нахожусь до сих пор под впечатлением, это реально нереально, вот, впечатления очень бешеные, я заряжен энергией, вся наша команда заряжена энергией. Мы, в общем-то, прошли некоторые испытания, потому что зимняя Говерла, зимний Петрос — это совсем не летняя. Здесь очень суровые условия. И, то есть после таких восхождений можно дальше идти на Казбек, на Монблан, готовиться к Эвересту и так далее. В общем, все, кто хочет себя испытать свою команду, получить какой-то заряд энергии, что-то побороть в себе,
стать смелее, то это оно. Это поход в горы и желательно зимой. Здесь немножко есть экстрим. Все любители экстрима. Мы выбрали компанию QR. До этого мы с ними никуда не ходили. Я прочитал в интернете отзывы моих друзей. Вот, и, в общем-то, выбор сделали на эту компанию, и мы восхищены. То есть у нас вау-эффект. Вот, с нами был Тарас Поздний, с нами гид Анна. То есть это великолепные гиды. Они это делают все на энтузиазме. Они любят свою работу. Вот. И я ходил в горы, я ходил на Хомяк, вот, и там такой пошел гид, такой шмурдяковый. Вот. Это, то есть впечатление от похода может быть немножко не такое, когда у вас гид несовершенный. Вот. Поэтому обращайтесь к профессионалам. Я считаю, что после того, как мы все это получили от компании QR, я считаю их профессионалами. Если вы решили подняться на вершину, на Петрос, на Гаверу, на любую другую, у них очень много в своем портфеле, так сказать, предложений, я уверен, вы зайдете, да, то есть вас замотивируют, вас заведут на позитиве, с энтузиазмом, и вы будете довольны, вы будете успешны. Всем желаю успеха, очень рад был познакомиться с компанией QR, с зимним походом, и очень рад был со своей командой это сделать. Я уверен, они тоже все заряжены, и мы приедем все другие. Приедем на работу, приступим к своим обязанностям, это все будет по-другому. И у нас будет прорыв, так как у нас в рамках похода еще была стратегическая сессия, мы достигнем всех самых амбициозных планов. Всем привет, ура!